Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам покажу очень интересный узор спицами. Вот такая крупная сеточка. Этот узор отлично подойдет для вязания летних кофточек, пуловеров и будет смотреться легко, красиво и стильно. Я связала два варианта узора. Смотрите, узор здесь вяжется с небольшим изменением, но вот здесь вот получаются такие большие дырочки, и узор получается более такой мягкий, рыхлый. Вот такие вот крупные дырочки, я думаю, подойдут для вязания пуловера в стиле оверсайз, такой свободной летней ажурной кофты. Я хочу связать такую футболочку с воротничком пола, и здесь я связала этот же узор, только с более аккуратными дырочками, и этот узор лучше держит форму. И сейчас вам покажу, как вяжутся эти два варианта. Раппорт узора в ширину составляет 4 петли. Здесь для прямого полотна я набирала количество петель 4, умножаем на нужное повторение, плюс 2 кромочных. Можно вязать этот узор и по кругу, конечно, тогда кромочные не нужно набирать. И все ряды у вас будут лицевые. Дорогие друзья, вначале показываю, как вяжется вот первый вариант, вот с такими крупными дырочками. В ширину, как я и сказала, раппорт 4 петли, в высоту повторяется 4 ряда. Первые два ряда это лицевая гладь, то есть первый ряд вы провязываете по лицевой стороне все петли лицевые, по изнаночной стороне все петли изнаночные. И далее в третьем ряду начинаем формировать вот ажурный узор вот таких крупных дырочек. Первая петля кромочная снимаем, далее 2 петли провязываем вместе одной лицевой, просто заводим спицу за 2 петли и провязываем одной лицевой. Далее делаем двойной накид, 2 оборота нити вокруг спицы. Следующие 2 петли тоже провязываем вместе, но вначале меняем первую петлю стеночки местами, затем заводим спицу за 2 петли за вторые стеночки и провязываем их вместе одной лицевой. Провязали первый раппорт. Далее повторяем 2 петли вместе одной лицевой за передние стеночки, далее двойной накид, далее провязываем 2 петли вместе с наклоном влево, меняем стенки первой петли и провязываем 2 петли вместе за вторые стеночки. Повторяем 2 петли вместе с наклоном вправо, двойной накид и 2 петли вместе с наклоном влево. Итак, провязываем лицевой ряд до конца. Заканчиваю третий лицевой ряд узора. И здесь у меня последнее повторение, провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 2 петли за вторые стеночки. Последняя кромочная провязываю ее изнаночной и поворачиваю работу на изнанку. И по изнанке 4 ряд узора. Первая петля кромочная снимаем, и здесь по изнаночной стороне провязываю первую петлю изнаночную изнаночной. Далее у нас идет двойной накид. Мы провязываем первый накид изнаночной, сбрасываем его со спицы, и второй накид провязываем лицевой. Далее 2 изнаночных и вновь двойной накид. Первый накид изнаночной, второй накид лицевой. И повторяем 2 изнаночных и двойной накид провязываем изнаночная, лицевая, 2 изнаночных и двойной накид изнаночная и лицевая. Так провязываем изнаночный ряд. Заканчиваю 4 ряд раппорта, изнаночный ряд, и здесь последние 2 петли изнаночными, кромочную тоже провязываю изнаночной, поворачиваю работу на лицевую сторону и начинаю повторение раппорта как с первого ряда. Первые 2 ряда это лицевая гладь, по лицевой стороне мы провязываем все петли лицевыми, второй ряд по изнанке все петли изнаночные, и далее 3-4 ряд повторяем, как я и показала. И получается вот такой узор с крупными дырочками
такой линейный узор крупной сетки, смотрится очень эффектно и стильно. И далее показываю вам второй вариант. Показываю второй образец, второй вариант этого узора. И смотрите, также раппорт узора в ширину составляет 4 петли, в высоту повторяется 4 ряда. Первые 2 ряда по лицевой стороне все петли лицевые, по изнаночной стороне второй ряд все петли изнаночные. И в третьем ряду начинаем формировать вот ажурные дырочки. Первая петля снимаем, далее 2 петли провязываем вместе одной лицевой с наклоном вправо, и здесь мы делаем только один накид. И следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. Повторяем: 2 петли вместе с наклоном вправо, 1 накид, то есть не двойной, и следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. Так как мы здесь делаем один накид, то есть у нас меняется количество петель в ряду, то есть уменьшается количество петель. В следующем ряду мы будем провязывать накиды так, чтобы у нас количество петель восстановилось. Итак, провязываю лицевой ряд, повторяя: убавление 2 лицевых вправо, накид 1 и 2 лицевых с наклоном влево. Заканчиваю третий лицевой ряд, и здесь у меня последнее повторение: 2 петли вместе с наклоном вправо, 1 накид и 2 петли вместе с наклоном влево, и последнюю кромочную провязываю изнаночной. Далее 4-й изнаночный ряд узора. Первая петля кромочная, мы ее снимаем, не провязывая. Далее идет 1 изнаночная, и у нас далее идет накид. Накид мы провязываем так: из одного накида провязываем 2 петли. Вначале провязываем изнаночную и, не сбрасывая накид со спицы, переводим рабочую нить за спицу и провязываем накид еще раз лицевой. То есть мы из одного накида провязали 2 петли, изнаночную и лицевую. Далее 2 изнаночные. И вновь накид провязываем изнаночной, не сбрасывая накид со спицы, переводим рабочую нить за спицу и провязываем еще раз накид лицевой. 2 изнаночные. Итак, повторяем. И в этом ряду у нас количество петель станет прежним. Заканчиваю вязание 4-го ряда. Здесь у меня провязываю последний накид, 2 изнаночная и лицевая, остается изнаночная, и кромочная ее тоже провязываю изнаночной. Поворачиваю вязание и далее начинаю повторение раппорта, как с первого ряда. Первые 2 ряда это по лицевой стороне все петли лицевые, по изнаночной стороне все петли изнаночные. И далее 3-4 ряд формируем дырочки, как я и показала. И хочу обратить ваше внимание на то, что несмотря на то, что эти узоры вяжутся почти одинаково, конечно же, плотность вязания у них абсолютно разная. Поэтому вяжем образцы, выбираем, какой узор вам больше нравится по внешнему виду, по ощущениям, измеряем плотность вязания и уже после приступаем к вязанию изделия. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, какой вам узор больше понравился, вот с такими более мелкими, но оформленными дырочками, или такой более мягкий, рыхлый, с крупными дырочками. Спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк. До новых встреч!